Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу, что ждет вас этой весной, которую я реально считаю весну возможностей, которая принесет много нового, конечно же, естественно, всколыхнет старого, куда же без этого, да? Необходимо будет сделать большую, я бы так сказала, работу над ошибками своих действий, своего прошлого, своих обид, переживаний и страхов, естественно, в пользу будущего. И здесь можно, конечно, сразу выключать этот гороскоп и сказать: все, я уже не хочу работать, не хочу трудиться. Но, дорогие мои любимые девы, вспомните, вы все-таки трудолюбивый, терпеливый и продуктивный знак, который своим усердием достигает много. И да, если вы живете в гармонии со своим солнцем, то тогда красота, эстетика, здоровье и продуктивность – это ваше кредо по жизни. И оставайтесь же такими, но необходимо сделать, я бы так сказала, работу над ошибками, которая будет для вас отправной точкой в ваше будущее, для того, чтобы вы смогли очень классно и на самом-то деле достойно завершить этот год. И когда в январе 2025 года кармические узлы перейдут в вашу ось, в том числе на ось Девы Рыбы, для того, чтобы вам было не мучительно больно, а для того, чтобы вы с полным осознанием и пониманием, со всеми своими историями, прошлым и багажом, как раз-таки встали на ту лыжню, на которую вы давным-давно хотите стать и процветать. Да, дорогие, если говорить коротенько, то весна заставит повозиться, но тем не менее это время в этом сложном 24-м високосном году, когда энергия будет сублимирована весной именно столько для того, чтобы на это хватило сил. Поэтому, собственно, я и называю это видео «Весна возможностей». Это не просто громкий слоган, это реально положение звезд, планет на небе таким образом, для того, чтобы вы преодолели все свои трудности и решили ряд своих проблем, которые было до этого сложно решить. И если мы начинаем, то, конечно же, март. Скажу, что март – это такое благоприятное время, когда вы еще сможете быть такими расслабленными, я сказала, да, еще время, когда вы будете трудиться, когда вы будете настраиваться, я бы так сказала, на работу, когда будет все идти легко, непринужденно. Даже если будут какие-то трудности, то они будут урегулироваться сами, и будет получаться так, что не было каких-то определенных жестких сложностей, чтобы что-то там сделать, да. И здесь, конечно же, понимаете всю философию, которая будет. И первая половина марта, она достаточно сильная, она мощная, энергии много, захочется много чего сделать, много чего внедрить. А Меркурий в соединении с Нептуном, Солнцем и Сатурном, так это вообще потрясающая эмоция. Хочешь творческими проектами занимайся, да? Хочешь по вдохновению, захотелось тебе прям потрудиться плодотворно по плану, прям вот в долгую, очень активно, я бы так сказала, и собирая вокруг себя просто такие очень плотные слои, я бы так сказала, из людей, да, когда хочется прям подняться большим коллективом, в том числе тоже активное, хорошее, потрясающее время, когда можно что-то сделать, и это первые 2 недели марта, да. Кто-то захочет полениться, все зависит от того, в какой в вашей натальной карте сильный Нептун, сильный ли Сатурн, и какая планета у вас сильнее, с какой вы более соназвучны, да, для того, чтобы жить как бы вместе и коммуницировать. Поэтому здесь, конечно же, понимайте, развивайтесь и действуйте. Что касается далее, то здесь, конечно же, немножко все-таки придется с 10 марта стать более активными, потому что ваш единственный управитель Меркурий меняет знак с Рыб на Овна, и здесь начнется беготня, в прямом таком смысле. Беготня, активность, действия. Я не скажу, что это плохо на самом деле, просто вы не любите такой темп, да, это такая история, которая сложная для вас. И максимальное осознание, куда вы, в принципе, по жизни идете, для вас будет, я бы так, знаете, сказала,
что это не сколько коридор затмений, да, это весеннее равноденствие, 20 марта оно у нас наступит. И здесь такой момент, когда вот у вас станет внутренний такой вопрос, кто я, куда я хочу прийти, вообще, в принципе, ради чего я строю свою жизнь, какие в моей жизни есть отношения, то есть это любовь, партнерство, то есть с кем я общаюсь, мои друзья, мои враги, хотя у дев только из-за сухости характера, непроявленности себя, да, может открыться такая сфера врагов. Поэтому здесь, ребят, понимайте, что начнется у вас все с 20 марта, ваше внутреннее осознание, понимание, куда вы хотите прийти, что вы делаете, что вы сделали, что вы до сих пор не сделали. И здесь я вот вам так хочу сказать, что честно отвечайте себе на вопросы, которые вот возникают, вот проблемы, которые будут случаться, да. Они не будут такими явными, они не будут такими супер трудными, сложными и тому подобное. Коридор затмения начнется для вас, я бы так сказала, на такой энергии, которая, ну, не то, что вот он прям плохо-плохо, ужасно, нет. Просто энергии у вас будет много, она будет разрознена, и здесь можно себя распылить. Поэтому здесь велика вероятность просто эту энергию никуда не потратить, просто ее куда-то улетучить. Поэтому я все-таки вам настоятельно рекомендую заниматься какими-то делами, которые нацелены на результат. Обязательно, если это бизнес, это работа, то есть вкладывайте свою энергию туда, зарабатывайте деньги, получайте финансовую прибыль, получайте себе стабильность, раскрывайте себя. Если вы не захотите этого сделать, на самом-то деле будет сложно, не будет других аспектов, помогающих остановиться, заземлиться, энергия будет такая, больше скандальная, ругаться, чего-то там, вот это вот настроение, что-то где-то кому-то доказать, лишь бы только, чтобы кто-то был неправ и не говорил все то, что вы и так давно знаете. Поэтому здесь понимайте, что коридор затмений будет немножко, откроет для вас немножко не те грани, которые вы хотели увидеть и услышать, и, конечно же, в коридор затмений пойдет такая история, что, кстати, коридор затмений начинается с 25 марта по 8 апреля, и плюс в апреле ваш единственный управитель Меркурий становится ретроградным с 3 по 26 апреля. И этот момент, я не хочу сказать, что будет для вас простым. Этот момент вам придется делать как раз-таки ту самую большую глобальную работу над ошибками, которая, ну, назначена на этот год для вас. Да, это тот момент осознания неприятных ощущений, которые вы давно откладывали в долгий ящик. И здесь понимаете, что легко и комфортно и беззаботно точно не будет, да, потому что коридор затмений, конечно же, закончится с полным таким осознанием, что что-то происходит, и я не могу это контролировать, потому что на момент, когда Меркурий будет становиться ретроградным, он будет в квадратуре с Плутоном, а Плутон — это энергия, которая давит. Если вы не преодолеваете трудности, эта планета давит, раскатывает, распыляет все в ноль, особенно если вам это не помогает к дальнейшему развитию. То есть, как правило, начинает сыпаться все, жизнь, устой, работа, либо отношения, да, все зависит от того, за что у вас отвечает Плутон и Меркурий в натальной карте, потому что у всех по умолчанию он отвечает там за технику, за коммуникацию, за общение, за интеллект, за работу мозга в том числе, да. Плутон у всех отвечает за активные пробивные действия, умение спасать, умение помогать людям, да, то есть вытаскивать из сложных ситуаций. Это по умолчанию у всех у нас есть эти, я бы так сказала, инстинкты, да, но у каждого еще отдельно в натальной карте эти планеты отвечают за определенные сферы жизни. Если же вы хотите узнать, за что у вас отвечают, оставляйте комментарии под этим видео, обязательно указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Если у вас вопрос какой-то связанный с этой весной, что вы хотите сделать, что вы хотите внедрить, либо же вы хотите узнать, за что у вас отвечает Меркурий и Плутон в натальной карте, для того, чтобы понимать, какие сферы будут у вас максимально накалены в этот коридор затмений, в начало ретроградного Меркурия, и что вообще будет происходить с вами, потому что я так хочу сказать, что середина весны — это середина апреля, будет сложная. Здесь и управитель ваш ретроградный Меркурий будет в соединении с Солнцем, с северным кармическим узлом и Венерой. Естественно, сфера отношений и финансов
будет претерпевать такой, я бы сказала, кризис. Здесь, естественно, это все будет под таким соусом нереализованного эго и амбиций. Здесь понимаете, мои дорогие, что вот если этот момент наступит, просто поблагодарите его и оцените. Скажите спасибо, что этот момент есть, для того, чтобы в прямом смысле начать от него действовать и работать. Потому что, естественно, я не рекомендую в этот момент что-то тратить, что-то покупать, что-то такое с финансами делать, потому что момент абсолютно неподходящий. В этот момент можно потратить все и остаться без всего. Такой момент, что с финансами история лучше всего не пылить, конечно же. И здесь момент наводить контакт, отношения, строить отношения, разбираться в себе, в своих переживаниях. Естественно, это все происходит на базе того, что, как обычно, мы ничего не делаем, мы никуда не идем, мы не стремимся, не реализовываем себя, естественно, начинает сыпаться все вокруг. Обычно, очень часто, когда мне говорят: Женя, ну что в прогнозе? Я говорю, прогноз вот такой, но если ты делать ничего не будешь, то самый лучший прогноз, он просто уходит, его нет. То есть это, как правило, для человека такое праздное времяпрепровождение, он особо не вкладывает, не старается, не трудится, и это время улетучивается, тратится на какие-то мелкие бытовые такие нужные вопросики, то есть не решается ничего глобального. Что нужно делать, чтобы решалось что-то глобальное? Нужно прям идти и грести в этой сфере. Не говорю, что нужно будет грести лопатой. Нет. Не физическим трудом, нет. Вот здесь нужно соединить мысли в голове. Поверьте, дорогие девы, вам это 100% подвластно. Меркурий, ваш управитель, отвечает за интеллект, за ту деятельность, которую вы можете, кстати, делать. Вот другие знаки зодиака не могут похвастаться таким терпением, заниматься вот такими определенными задачами для того, чтобы идти вперед. Но здесь необходимо, конечно, заглядывать внутрь себя, заглядывать в свою душу, что вы хотите сделать, как вы хотите реализовать, и вообще какие таланты вы хотите реализовать по жизни, потому что, девы, знаете, что основная из ваших кармических задач – это реализация своего таланта, такого классного, интересного, масштабного, который достался вам по роду, который вы всячески отрицаете и по каким-то причинам, как обычно, да зачем я буду этим заниматься, это несерьезно, что люди скажут, это вообще баловство там различные, да, может, я не знаю, ваш талант, возможно, например, разбираться в каких-то сложных технических штуках и заниматься развитием своего интеллекта, идти в обучение, в образование, например, да, и потом стать тем учителем, который будет передавать эти знания другим людям. Почетно, отлично, почетно, лично я так считаю, да. Что может быть другого? Может, вы станете каким-нибудь врачом, лекарем, да, который может, в прямом смысле жизни людям спасать, быть потрясающим врачом и, естественно, помогать как только возможно этому миру, да. У дев задача по жизни вообще, она, в принципе, такая непростая, да, и я люблю всегда говорить: вы знаете, что вам нужно сделать, но вы этого не делаете, вы знаете, дорогие девы, что вам нужно делать, но почему-то считаете свое подсознание так просто голоса, которые говорят. На самом-то деле нужно просто обзавестись смелостью, и здесь вопросы, которые будут происходить в середине апреля, и я бы так сказала, по самый конец апреля, это вопросы, которые на самом-то деле сидят в вашей голове, потому что события будут происходить быстро, вас накрывать будет тоже быстро, разбираться с этим будете быстро, ругаться со всеми из-за этого, чтобы кому-то что-то доказать, тоже захочется. Вот это вот такая вот энергия, которая, если вы сопротивляетесь своему развитию, будет сложно. Если вы не сопротивляетесь и понимаете, что да, эти трудности просто накопились и надо было сделать их ранее, и вы с благодарностью принимаете все, что есть, и раскапываете, и идете дальше, договариваетесь, строите отношения, идете в развитие, начинаете нечто новое в мае после вот этого сложного периода, да, который закончится, кстати, в начале мая это он и заканчивается. И здесь просто понимаете, что с 10 мая начинается просто потрясающий, я бы так сказала, отличный период, когда уже все эти моменты сложности закончатся, когда закончатся моменты непринятия, отрицания, для чего это вообще все нужно, да, потому что работа будет претерпевать изменения, отношения в том числе и свое мироощущение. И здесь главное не свалиться в болячку, не начать болеть, естественно, это будет все психосоматическое от внутренних переживаний и расстройств, что вы знаете, что вам нужно делать, но вы не делаете, да.
Поэтому здесь, мои дорогие прекрасные девы, я желаю вам смелости на эту весну, потому что май поистине это то время, да, конечно, будет напряженный момент, буквально несколько дней в середине мая, там, с 15 по 20, но это та напряженка, которая вам нужна. То есть это такая финальный аккорд тех самодействий, сделали вы или не сделали. И потом, конечно же, Меркурий перейдет в знак Тельца, наступит абсолютно продуктивное, плодотворное время для реализации. И в конце мая соединится с Ураном, с Юпитером и с Солнцем. И будет вот это то самое время, когда вы будете получать все свои плюшки, прибыль, тот самый статус, к которому вы идете, да, уровень благосостояния, те самые покупки, те самые передвижения. Кто-то захочет переехать, и у него прекрасно получится на основе своего мироощущения. И я скажу, мои дорогие любимые девы, что здесь главное честно отвечать себе на все те экзамены, которые вам задаст эта весна, потому что она у вас немножко пролонгируется, и еще до середины июня будет вот этот прекрасный майский эффект, когда вы будете дополучать и прибыль, и возможности, и все у вас будет хорошо. Но представляете, чтобы это все сделать, необходимо немножечко поспотыкаться о свои прошлые ошибки, задать себе честные вопросы и потрудиться в коридор затмений и в апреле этого сложного года. Да, мои дорогие, я хочу сказать, что тем не менее для вас эта весна будет сложной. Да, но по крайней мере в эту весну есть все возможности и есть энергия эти сложности пережить. Лето и осень будут абсолютно сложными, но сил уже там бороться с трудностями, которые назначен год, уже столько не будет. А сейчас, весной, на небе такие аспекты для того, чтобы преодолеть все самое сложное, в чем мы раньше боялись себе признаться даже. А сейчас вы даже сможете это преодолеть. Ради себя, ради своего будущего, потому что этот год закончится, напоминаю, високосным. И круче високосного только год, который следует за ним. И именно с 12 января 2025 кармические узлы переходят в вашу ось. И там уже все будет зависеть от вас, что вы сделали этой весной ради своего будущего. Дорогие мои любимые девы, спасибо большое, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Если вопросы индивидуальный, быстрый и скоростной, в описании канала ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию. В марте еще есть окошко. Разберемся с вами лично про вас индивидуально и продуктивно, как вы это любите. Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели до конца. По классике в конце актуальные ролики, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение. А я желаю вам продуктивной весны и увидимся в следующем видео. Пока-пока.